Здорово, танкисты! Сегодня у нас на обзоре британский сверхтяжелый танк Challenger МК-2. Танк мне понравился, но не сразу. Как зачастую происходит, первое впечатление обманчиво. Сначала он мне показался медлительным, неповоротливым, без урона и ваншотным. Ваншотным, потому что когда я его встречаю против себя, он отлетает с выстрела. Потому что имеет самое уязвимое свое место, это НЛД. А теперь давайте поближе рассмотрим эту машину. Что у нас имеется? У нас имеется огромный, просто огромный танк. И он действительно неповоротливый. Он неповоротливый и медленный. Но не стоит сразу об этом. Давайте рассмотрим другие вещи. Что у нас имеется? Рентген. У нас имеется какая-никакая композитная броня. Да, комбинированная, композитная. Но у нас вот лазеечка, которую всегда нам закидывают. Это люк мехвода и, как я уже говорил, НЛД. Как видите вы, НЛД огромное, и оно почти под ровным углом. Поэтому сюда будет залетать постоянно. И ваншоты будут происходить постоянно. А нет, не постоянно. Потому что я понял кое-что для себя. Если вы берете с собой до 20 снарядов, то у вас не остается внизу никаких боеприпасов. И вы не будете отлетать с одного же выстрела. Нет, такого происходить не будет. Все остальные боеприпасы у вас будут лежать в кормовой части башни, как видите, вот здесь. И я вам так скажу, он после того, как я сократил боеприпасы в танке, уменьшил их количество, он зажил, он стал жить просто нереально. Давайте дальше. Что у нас есть? У нас на экспертах, заметьте, танк у меня на экспертах, не на асах. На экспертах у нас почти 30 градусов. Горизонтальное наведение орудия. Вертикальные углы у нас минус 10 и 20, это идеально. Что первое, что второе. Это средний показатель, конечно, 40 максимальный у нас на всех ОБТшках европейских, на асах. А здесь у нас на асах будет 31, если я не ошибаюсь. Нет, не ошибаюсь. КДшка у нас просто отличная, на 10,0, 5,3 секунды на экспертах. Это потрясающе. На асах будет 5,0. То есть мы с вами на экспертах получаем почти 100% профит. Все можно максимально выжать из этого танка на экспертах. Броня у нас, как я и говорил, вроде бы мы огромные, но она отсутствует. Но в нашей игре, как вы знаете, этой брони нет. Дальше давайте перейдем к модификациям. Я вам сразу покажу, что я езжу почти на стоковом танке. И заранее скажу, появятся вопросы: о, какой обзор, он же стоковый. В этом и смысл. Я хочу вам показать и донести до вас, что эта машина просто готова сразу ехать в бой. Просто ты ее берешь и едешь, и уже делаешь фраги, нагибаешь. Так как он едет достаточно нормально, даже в стоковый. Поворотливости у него не добавилось после того, как я приобрел гусеницы и подвеску. Нет. Этого, как в принципе, плюс-минус как было, так и осталось. Но самый главный бонус, то что нам сразу идет стоковый снаряд. Это Shot L23, но он мне напоминает DM23. Средний урон, рандомный, то ваншоты, то не пробитие, но это нормально в реалиях нашей игры. А посмотрим на топовый. Он по пробиваемости под ровным углом меньше, но под углами чуть-чуть больше. В итоге что мы получаем? Почти топовый лом сразу же со старту игры. И нам ничего не нужно делать, ничего выкачивать, ничего покупать. Мы просто садимся и едем и нагибаем. Оно так и есть. Я же вам говорю, что сначала я подумал, что это не играбельный танчик. Он просто не будет играться. Но он меня удивил. Он удивил меня своей живучестью и своим бронепробитием. Он делал ваншоты зачастую, всегда. Либо наносил тяжелые критические попадания. А теперь давайте посмотрим парочку боев, где я буду комментировать свою игру, и мы в реале увидим, как он себя чувствует. Поехали.
Итак, у нас карта Северс 13, зима. Условия день, небольшая облачность, погода. Поехали. Так, здесь я слышу звук. Где-то за домами. И слева тоже, там за домами. Слышно технику. В этой катке я хочу обратить ваше внимание на полученный урон. Живет челленджер очень-очень достойно. Так, здесь я засветился. Все-таки меня увидела. Жесть. Жестко. Получаем урон. Все члены экипажа живы. У меня КДшка быстрее, я должен победить. Ну хотя бы в этом. Давай, хотя бы троечку. Есть. Ну троечка есть уже. Уже проще, уже легче. Уже какие-то очки. Так, слышу технику снова за стенкой. У нас по-прежнему 4 члена экипажа. Неплохо так. Получив несколько... Так, у меня только двигатель. Выстрелов в борт. Оставаться на ходу и с полным экипажем. Я пропускаю 2-4. Вытягиваю его на себя. И здесь размен. Ну нормально. 5 фрагов на стоковом челленджере ворваться. Я думаю, это хорошо. Следующая карта Бреслау. Условия день, низкая облачность, погода. Напоминаю, мы здесь играем на стоковом челленджере. Здесь все стоковое. Так, кто там? Противник стоит в дымах. Надо бы подъехать, разобраться. А когда будет ваншот? Не будет его пока. Не выбиваю казенник. Я так понял, никогда, да? Снова не выбиваю казенник. Класс. Бросаю попытки, пытаюсь ваншотнуть. Получается. Да. Урон, конечно, мощнейший. Так, вот здесь кто-то едет. Но это пока я играю на стоковом снаряде, так что рано еще бить палкой этого челленджера за то, что он плохо воюет. Я еще тогда не знал, что это... Слышу. Лучший снаряд на челленджере МК-2. Я тогда не обратил внимания, что нет топового снаряда. Он есть как бы, но его нет. Вот здесь, с этой стороны. Да, слышно технику. Я буду ее ждать, вытягивать на себя. Потому что я медленный, чтобы за кем-то ездить. Его забрали. Еще одного слышу. Еще один где-то в этой же степи. Неизвестно, где он выйдет. Может быть, свистит. Видар. Да. Так, вот теперь я здесь слышу. Но это уже респаун. Ага. Он вроде не в мою сторону смотрит. Он не в мою сторону смотрел. Продолжаем. Надо остановиться и послушать. Осматриваемся и слушаем. Звук у этого танка. Что есть, то есть. Двигатель у челленджера гудит сильно.
Получаем урон в НЛД. Я танканул лом в НЛД. Да, Я да. думаю, это... Ну, это уже подкрут. Обратите С этой внимание. стороны едет. Меня не шотнули, потому что бой ПК там Мне нет. даже на беспилотнике помечают. Там дальше я Слабо крутился с еду. танком, особо не интересно. Едем дальше. У нас Швеция, день. Все хорошо видно, все отлично. Здесь я пытался прорваться, но я приехал последним. И опять же я ловлю лом в НЛД. Опять же, без ваншота, без особых критов, без потери от членов экипажа. Здесь МТС-ку я на себя вытащил и обыграл ее. Здесь я слышу за стенкой леопарда. Он там плотно встал и ждет, пока кто-то из нашей команды будет проезжать. Будет сидеть. Да, правильно, правильно. Он там и будет сидеть. Он не будет никуда двигаться. Здесь я слушаю, можно ли ехать. Нету ли помех справа. Не успел он среагировать. Я забираю его. Едем дальше. Кстати, задний ход, как вы видите, минус 30. Отличный. То есть можно отстреляться и отъехать. В случае неудачи. Здесь я вижу маркера и бой. Я приехал как раз, чтобы помочь команде. Ничего не вижу. Уйди, уйди. Блин. XM-ка, наверное, думала, что у меня КДшка долгая, но на челленджере КДшка очень быстрая. Правильно. Но поправлю, это была не XM, а КПЗшка. Я не обратил внимания на это. А так, у челленджера отличная перезарядка в 5,3 секунды на экспертах. Слышу, едет что-то. Призыв в игре. Это было просто жесть какая-то, а не день. Портандеру нужно заняться своей игрой. Слышу звук, едет танк. Отлично, забираю его. Продолжаю движение. Побыстрее бы скорость, было бы замечательно. Это что такое было? Ты куда прилетел? Летчик пьяный, наверное. Так, Жестко. я понимаю, что там танки стали и стоят. И не двигаются. Нужно объезжать. Начинаю движение. Замечаю зенитку. Забираю ее. Слышу справа. Забираю. И получаю в борт. Без урона. Да, Снова. жестко разрываю команду. Просто порвал их я. А чё ты в меня стреляешь? А, да. Это он в меня стрелял, потому что я забрал, типа, его фраг. Ну, как бы... Как бы не забрал. Дядя, я объехал противника. Забрал зенитку, забрал этот танк. В чем проблема? Ни в чем. Тут все правильно. Так, ну да, тут не дешевое все. Мне нужны обязательно гусеницы, чтобы хотя бы... Как видите, хоть всё как-то в стоке. поворачиваться на месте. Все в стоке, я приобретаю гусеницу. Непонятно почему. Так, у нас Северс 13. День. Грозовые тучи, погода.
Слышу и вижу, что точку захватывают, и слышу технику. Очень медленно, это плохо. Это очень плохо. Я никуда не успеваю. КДшка позволяет работать дальше. Выбиваю Турмса и забираю. Так, осматриваемся, слушаем. Слышу помеху за этим домом. Противник двигается за этим домом. Еду, чтобы его поджать. Он отстрелялся, можно выезжать. Легкая цель. Возвращаюсь к точке. Не сразу замечаю Турмса. Повезло. Мне повезло, что его выбили, наверное. Он просто смотрел на меня надеждой, что я его не замечу. Не слышу деривацию. Еду и не слышу ее. Никакого урона не нанесла. Вот этого я не слышал, кстати. Непонятно почему. Он, может, на месте стоял, не двигался. Да, он стоял на месте, не двигался, поэтому я его не слышал. Едем дальше. А, да? И снова Т-90. Он меня ждал, может не меня. Я сначала подумал, что он на кумулятивах, потому что странный урон был. Но пересмотрев я повтор, я увидел, что он использует лом. Вот вам еще одно попадание. Просто попадание, без урона какого-либо. Двигаемся дальше. Осматриваемся, слушаем. Чекаем все. Слышу противника. БМП. Ну, это на самом деле изи фраг. Слышу еще что-то. Поджимаем респаун и рыбачим. Вижу. Жду. И забираю зенитку. 8 фрагов, просто катаясь по карте и расстреливая противников. На стоковом челленджере. Вот это я и хотел вам всем показать. Что машина просто создана для того, чтобы ее взять и играть на ней. И не париться, что там чего-то не хватает. Так, слышу технику. Деривация. Без урона. Урон не прошел. Бывает такое, бывает. Тем более с деривацией. Как видите, деривация не сразу меня забирает, не выходит. Но все-таки забрал. Да, все-таки добил. Все-таки добил. Так, ну на этом все. Спасибо всем, кто смотрел это видео, кто меня поддерживает, кто подписался, кто лайкал, кто комментил. Спасибо вам всем. Я ценю вашу поддержку. И также хочу сказать, что если вам понравился этот видеообзор, и вы бы хотели увидеть что-нибудь новое, что-нибудь, то, что вам нравится, то, что вас интересует, или на чем вы уже катаете, и хотели бы посмотреть мой обзор, как я вижу эту машину, что я о ней думаю, просто напишите об этом в комментариях под этим видео, и я обязательно сделаю на нее обзор в порядке очереди. Всем спасибо и до встречи.